Тем, кто меня не помнит, меня зовут Гончарова Светлана Александровна. И сегодня я разберу с вами тему, которой не уделяется много внимания на тестировании, но тем не менее вы можете с ней столкнуться при выполнении задания в части А, А18-А22, где нужно найти фрагмент, в котором допущена ошибка. Итак, чтобы добавить несколько баллов к вашему результату на этой или ЦТ, вам нужно совсем немного времени для того, чтобы посмотреть это видео, выполнить несколько заданий и проверить, насколько вы разобрались с этой темой. Итак, начинаем. Мы разберемся, какие существуют виды числительных, как правильно их образовать, а также рассмотрим основные моменты, с которыми вы можете столкнуться при выполнении заданий в ЦТ. Виды числительных. Существуют две основные группы числительных. Это количественные и порядковые. Количественные числительные обозначают количество предметов и отвечают на вопрос how many, сколько. Это наши числительные 10, 11, 12, 2, 3, 25 и так далее. Как образовать количественные числительные? Числа второго десятка от 13 до 19 образуются путем прибавления к названию числа суффикса teen. Например, 9, 19, 7, 17. Необходимо запомнить, что в некоторых словах меняется написание числительного. Например, 3, но 13, 5, но 15. В слове 8 при образовании выпадает одна буква Т. 18. Числительные, которые служат для обозначения десятков, образуются также при помощи прибавления суффикса, но на этот раз суффикса T. Например, 6, 60, 7, 70. Необходимо запомнить, что происходит изменение корня, и это отражается на написании. 2, но 20, 3, но 30, 4, 40, 5, 50, 8, 80. Выпадает буква Т. Составные числительные образуются путем сочетания слов. При этом сохраняется порядок, свойственный русским числительным. Но при образовании числительных больше сотни перед десятками или единицами, если нет десятков, ставится соединительный союз and. Обратите внимание на пример. 41, 505, 8892, 300,000. Важно запомнить, что к числительным 100, 1000, million, billion, dozen не добавляем окончание s как показатель множественного числа, если перед ними стоит числительное, либо слово, которое указывает на количество. Например, a few, several. Обратите внимание на пример. 300 meters, 25 billion dollars, a few thousand cars. Если же эти слова 100, 1000, million, billion и dozen выполняют функцию существительных, то есть перед ними не стоит числительное, а чаще всего после них стоит предлог of, то во множественном числе добавляется окончание s. Перед этими словами может также стоять слово, которое указывает на неточное количество, например, some или many. Hundreds of people, thousands of words, many thousands of miles, some hundreds of kilometers. Следующая группа числительных – это порядковые числительные. Это числительные, которые обозначают порядок предметов при счете и отвечают на вопрос which, который по счету. Как образовать порядковые числительные? Порядковые числительные образуются путем прибавления суффикса th или th к количественному числительному. Например, 4 – the fourth, 13 – the 13th, 7 – the seventh, 15 – the 15th. Необходимо запомнить, что образование трех первых числительных составляет исключение из этого правила. 1 – the first, 2 – the second, 3 – the third. При образовании числительных от слова 5 и 12 буква В в названиях меняется на F и опускается буква И. Fifth and 12. В числительном 8 выпадает буква Т, а в числительном 9 опускается буква И. 5 – the fifth, 12 – the 12th, 8 – the 8th, 9 – the 9th. В составных порядковых числительных суффикс th присоединяется к последнему слову. Например, the 46th. Десятки, которые имеют конечное y, меняют его на I и добавляем букву И. 90,
the 90th. Следует обратить внимание также и на употребление артиклей перед порядковыми числительными. Обычно перед порядковыми числительными мы употребляем определенный артикль. Обратите внимание на следующие примеры. We live in the 21st century. The plant was built in the 1980s. Но перед порядковым числительным может стоять и неопределенный артикль. В этом случае числительное приобретает значение другой, еще один. We have sent them a second telegram. Не перепутайте форму наречия с порядковым числительным. Например, Do you want a drink? I'll finish my work first. First, I had to decide what to wear. Who came first in the race? Давайте обратим внимание на даты. Даты обозначаются порядковыми числительными. The 7th of November, 1970. Или November the 7th, 1917. Следует запомнить, если мы используем порядковое числительное плюс существительное, это выглядит следующим образом. The Second World War или World War II. Read the 5th chapter. I have only read the 21st chapter, but it seems like a really good book. Если же стоит на первом месте существительное, а за ним следует количественное числительное, в этом случае не нужен артикль the перед существительным. Read chapter 5. Исключение составляют имена царей и королей, например, Elizabeth II. Обратите внимание также на использование артикля перед годами. Shakespeare was born in 1564. Артикль не нужен. Queen Victoria died in the year 1901. On his 70th birthday, the composer was paid a great tribute to, and many famous singers and musicians came to mark the great date. I'm planning to leave on the 23rd. Перед годами используется артикль, если это множественное число. The 1980s or the 80s. The 1980s were from years when money became a key word. Существует также выражение, которое следует запомнить. Be in one's early, mid, late, 50s или 30s. Таким образом, мы обозначаем возраст. She is in her late 30s. А сейчас давайте попрактикуемся. На следующем слайде вы увидите упражнение. Поставьте видео на паузу и попытайтесь выполнить это упражнение. Через несколько минут вы сможете проверить себя. Итак, давайте разберем правильные ответы. Первое предложение. Мы выбираем второй вариант, так как у нас идет здесь комбинация существительное плюс количественное числительное. Помним, что здесь нам не нужен артикль, поэтому предложение звучит следующим образом. Will you please go to window 3 to pick up your ID card? Второе предложение. Вариант 2. Помним, что со словом thousand мы не ставим окончание s, если перед ним идет количественное числительное. More than 15,000 ships pass through the Panama Canal locks each year. Третье предложение. Оно аналогично первому. Снова идет комбинация существительное плюс количественное числительное, перед которым нам не нужен артикль. The word infants in line 4 most nearly means babies. Предложение номер 4. Мы выбираем порядковое числительное, так как у нас идет здесь комбинация порядковое числительное плюс существительное. Оно, соответственно, идет с артиклем the. John F. Kennedy was the fourth youngest president of the USA. Предложение номер 5.
Снова встречаемся с комбинацией существительное плюс количественное числительное. Помним, что перед ним мы не употребляем артикль the. The participants of the conference were welcomed to dinner on floor 7. Итак, шестое предложение. Снова выбираем комбинацию существительное плюс количественное числительное. И предложение звучит следующим образом. We'll return to these questions in chapter 9 for more detailed information. Все остальные варианты являются неверными. Предложение номер 7. It is the 5th time he has taken his father's car without permission. Вариант 2 является верным, так как у нас идет здесь порядковое числительное плюс существительное. Не забываем об определенном артикле перед порядковым числительным. Предложение номер 8. Вариант 4. The population of my native town is 500,000 people. Помним, что если перед словом 100,000, dozen, million, billion есть число, которое указывает на точное количество, мы не добавляем окончание s к этим словам. Девятое предложение. Вариант 1. The 1980s were years when capital investments became a key word in the country's economy. Множественное число года 1980-е используется с определенным артиклем и окончанием s. И последнее предложение. Выбираем вариант 2. About 200 students were present at the lecture. Снова у нас есть точное количество 2, поэтому берем слово 100 без окончания s. Во втором задании я предлагаю вам найти ошибку в каждом предложении. С таким заданием вы можете встретиться в части А, где нужно найти фрагмент, в котором допущена ошибка. Хочу обратить ваше внимание на то, что все предложения взяты из тестов прошлых лет. А теперь давайте разберем ошибки. В первом предложении 2000 euros is too much to pay for an hour's consultation. Окончание s не требуется, так как перед словом 1000 идет точное количество. Предложение номер 2. Nowadays it is common for young people to continue to live with their parents until their mid or late 20s. Здесь мы можем увидеть неправильное написание слова 20s. Помним, что меняем y на i, добавляем окончание es. Предложение номер 3. They had all sizes of shoes except size 6. Комбинация существительное плюс количественное числительное не требует артикля the. Четвертое предложение. In 2004, overseas residents made a record of 27 million visits to the UK. Снова слово million, перед которым идет точное количество. Окончание s не требуется. Пятое предложение. A guided tour on bus 23 affords a spectacular view of the lake. В этом предложении у нас идет существительное плюс количественное числительное. И снова у нас не нужен артикль the. Шестое предложение. The cheapest doctor we could find in Boston charges $400 for a 5-minute examination. Помним, что после слова 100, если перед ним идет точное количество, мы окончание s не ставим. И последнее предложение. In the late 90s, teenagers were dropping out of school in huge numbers until a group of parents and teachers decided to do something about it. В этом предложении слово 90s неверное написание. Меняем окончание y на i, добавляем окончание es. In the late 90s. Если вы были внимательны, я уверена, что с темой числительные у вас не возникнет трудностей на централизованном тестировании. Желаю вам успехов!